Привет, это Технозон, и у нас сегодня прошивка Volkswagen для Belink GT King Pro от крутого программиста SAS Влад. И насколько интересна эта прошивка, а это чистый Android, и у меня в подписчиках есть те, кто обожает чистый Android, мы сегодня с вами разберем. Поехали. Фактически многие из вас скажут, почему Volkswagen. Раньше была народная прошивка, и SAS Влад выпускал народные прошивки. Ну, во-первых, давайте так, SAS Влад это уже бренд, более 10 лет в кастомизации прошивок и выпуска новых прошивок для различных устройств. Так вот, теперь он добрался до Belink GT King Pro, и за что я ему, скажем так, выражаю свою благодарность, а вас я прошу после просмотра этого видео принять решение, может быть, нам стоит с вами продонатить небольшую сумму для нашего SAS Влада, потому что я очень сильно жду Android TV. Свой вклад я уже сделал, ссылка на донат лежит в описании под видео, в принципе, как и ссылка на FreakTab, где вы можете скачать эту самую прошивку Volkswagen, а также ссылка на оригинальный обзор Belink GT King Pro, плюс ссылка на покупку на проверенных продавцов на Belink GT King Pro. Поэтому мы с вами сегодня, что мы сделаем? Для начала мы с вами почитаем, что у нас сделано в этой прошивке. Мы ее скачаем, разберем процесс установки. Кстати, мы даже с вами сразу процесс установки. Ребят, процесс установки настолько прост, что отдельное видео по прошивке Belink GT King Pro я даже выпускать не буду. Вы просто-напросто запускаете USB Burning Tool. Все это знают, вы можете посмотреть любое мое видео про прошивку, там я показываю USB Burning Tool. Загружаете прошивку, нажимаете старт и знаете, что делаете? Берете Belink GT King Pro. Есть здесь надпись OTG, они наконец-то пометили USB разъем, куда это нужно вставлять. Вставили USB кабель, просто-напросто. Вставили зарядку. Вернее, блок питания в Belink GT King Pro и нажали на красную кнопку. Нажали, он начал прошиваться. Мгновенно при том. То есть, вот у меня написано Connect Success, и все это работает. Так что процесс прошивки даже разбирать не хочу, потому что он очень прост. Я вам его сейчас фактически показал. Вам не нужно зажимать никаких кнопок, вам не нужно никаких зубочисток и всего остального. Что касаемо самой прошивки. Смотрим в инструкцию к этой прошивочке. Установлен свеженький бинарник SU. Установлен патченный Super SU 282, не требующий обновления. Кстати, попрошу заметить. Включена отладка USB по умолчанию, полная поддержка ADB Shell, отключен SE Linux. Скорость анимации интерфейса установлена 0.5. Кстати, интерфейс реально летает. Я когда вот его использую, у меня такое ощущение, что это мега ракета. Отключен шумодав. Картинка стала лучше. Вот субъективно говорю, вернее, объективно свое, субъективное свое ощущение. Могу сказать, что картинка стала четче, но это каждый для себя решает сам, насколько шумодав важен вам или не важен. Итак, что еще у нас? Установлена программа для управления сервисом AutoFrameRate. Здесь установлен сразу из коробочки FARD. Переведен на русский язык лаунчер Light Home. То есть теперь вот этот вот Light Home, вот Belink крутой Light Home лаунчер, он теперь на русском языке. Русифицирован Droid Settings. Заменены центральные кнопки лаунчера на наиболее используемые. Он там просто большая кнопка теперь в Smart YouTube TV. Теперь не нужно мучиться и думать, как смотреть YouTube без рекламы. И плюс у кого YouTube не обновляется, то это решает все проблемы. Здесь этой проблемы не будет. Что еще есть? Автоскрытие шторки навигационной панели. Классная фича. Вот серьезно вам говорю. То есть раньше бывало, знаете, там в программах она появится и висит. Вам нужно ее вручную нажимать, чтобы она скрылась. А здесь она будет автоматически скрываться. Классно. Установлены заставки Chromecast. Дополнена секция управления с заставкой в боковых настройках. Важная фича. Прошивка очищена от ненужных файлов и мусоров. Кстати, к сожалению, Belink туда нафигачил много чего. Встроен расширенный TWRP Recovery 3.2.3-1. По умолчанию установлен русский язык и среднеевропейское время GMT плюс 2. Ну, все это в принципе меняется. И плюс у нас разблокированы 13 каналов Wi-Fi. Что установлено из приложений? Установлен ES-проводник Pro, HD Video Box Plus, Power меню для входа в TWRP, Smart YouTube TV и плюс у нас еще есть такая фича, как Twig TCP буфера для медленного интернета. Очень важная фича. Почему? Потому что многие имеют медленный интернет, и это его немножечко ускоряет, вернее, работу с медленным интернетом. Ну да ладно, фич много, приставка прикольная, она не греется, я уже все проверил, не снесена ни лицензия Dolby, ни DTS, фильмы проигрывают просто шикарно. Поэтому переходим к обзору, ссылки вы поняли где. Перед этим я хочу вам напомнить, что на нашем канале мы разыгрываем огромное количество ценных призов, подарков. Ссылка на очередную акцию лежит в описании под видео.
Ссылка на наш второй канал лежит в описании под видео. Советую вам нажать подписаться и колокольчик на оба канала. Ну, во-первых, вы пропустите, если не нажмете, вы пропустите интереснейшие обзоры Smart TV боксов, гаджетов, девайсов, программ, настроек, модификаций. Ну, а второе, я думаю, что вы пропустите на нашем втором канале крутые виды с 4К дронов, которые мы снимаем. Ну, а сейчас я и Belink GT King Pro на прошивке Volkswagen от SAS-Vlad на канале Технозон. Поехали. Ну что ж, фирменная Volkswagen от SAS-Vlad. Шикарная прошивка именно для любителей чистого Android. А вот короткий обзор, что сделано, мы с вами решаем, именно обозреваем саму прошивку на ее работоспособность. У нас, кстати, с вами, как я уже говорил, сделали автоубирание вот этой вот панели навигации. Это очень круто, потому что зачастую в приложениях это очень мешает. Мы сразу же видим, что у нас на главной панели есть небольшие изменения. Здесь включен Chrome, здесь включен Smart YouTube TV для того, чтобы вы смотрели YouTube без рекламы. И уже сюда же пропатчен, вернее вставлен и проинсталлирован. Давайте закрываем. Условия использования проинсталлирован именно, по-моему, сейчас посмотрим, о приложении HD VideoBox Plus. То есть он уже плюсовая версия, и вам особо ничего делать для этого не надо, чтобы смотреть, например, в нем торренты. Что ж, это очень хорошо. Молодец, SAS-Vlad. Даже у нас есть ES Explorer Pro. Это мне тоже очень нравится. Наша задача с вами пройтись по основным моментам. То, что она не тротлит, это факт. Вы посмотрите на температуру в состоянии простой. Это 37-40 градусов. Это охренительная температура. Вот 38. Для Smart TV бокса. Тротлинг-тест мы не будем проводить. Тротлинг-тест в оригинальном обзоре. Что у нас здесь есть? Есть Miracast. Miracast мы обязаны проверить с вами, потому что Miracast важная функция, которая может поломаться или не работать вообще. Итак, поиск устройств в сети. Android 1320. Да, Miracast работает. Сейчас мы примем условия. И у нас Honor 20 подключился. Miracast заработал. С Miracast вопросов нет. Teardown, выключаемся. А FRD, кстати, у нас установлен тоже из коробки. Мы сейчас включим автоматический подбор частоты. Вот, пожалуйста, демон включен. Поэтому с автофреймрейтом на данной прошивке у вас тоже проблем нет. То есть вы его установили и забыли. То есть вот такая вот прикольная фишка. Вы прошили на Smart TV Box прошивку и забыли про все эти плюшки, которые нужно еще настраивать. Все работает и так отлично. По спид-тесту тоже у нас никаких вопросов нет, потому ничего с Wi-Fi не случилось. Кроме того, SAS-Vlad внес некоторые изменения. Сейчас, одну секундочку, мы выберем с вами тестовый сервер. Он протвикал TCP буфер для медленного интернета. Это значит, что если у вас медленный интернет, то на этой прошивке бокс будет работать лучше. Итак, стартуем мы LAN RJ45, и это опять же те же самые рекордные выше 900 мегабит. То есть пока что у нас Belink GT King Pro, он показывает себя рекордсменом в сетевых возможностях на LAN RJ45. Wi-Fi 5 ГГц тоже стартуем на тех же серверах. И получаем 257 на 227. Отличный результат. Ну и само собой 2,4 ГГц стартанем. 2,4 опять же выше среднего. Это вот в районе 40-50 мегабит. Что-то там колеблется. Все отлично. 53,7. Это на загрузку и 48 на выгрузку. Что еще интересного сделал SAS-Vlad? Ну, во-первых, перевел Droid Settings на русский язык. Отличная штука. То есть вы здесь уже будете понимать, что за что отвечает. Это важно, потому что многие спрашивают, что именно в комментариях, что за что отвечает, и приходится объяснять. Также у нас в настройках устройства появился раздел «Заставка». Прописан именно этот раздел новый. И при этом включены у нас заставки с Chromecast с вырезанной рекламой. Очень удобная штукенция. Оставим на рассмотрение потом уже для пользователей конечных. И плюс у нас с Wi-Fi есть 13 каналов. Это вот очень удобно, поэтому, ребят, твиков много. Мы с вами должны теперь основные моменты обязательно проверить. Давайте, YouTube очень быстро, 4К 60 FPS. Мне важно, чтобы там ничего не поломалось. Смотрите, пожалуйста, на температуру работы. Температура работы просто шикарная. Так, опустимся 4К, у нас вот ролик, включим диагностическое окно и переключим принудительно на 4К. У нас 3840, это 30 герцовый ролик.
работает идеально. Давайте с вами включим 4К 60 FPS. И это у нас будет... Давайте каменные могилы. Обожаю этот ролик, я их сам снимал. И 3840 на 2160 на 60 Гц у нас 0 дропов и все идет просто идеально. Поэтому мы оставляем это на именно YouTube 4К 60 FPS. Нам нравится, как работает, и пускай работает. Это хорошо. Поехали, подключим с вами жесткий диск. Обязательно жесткий диск. Нам нужно с вами протестировать аудио. Не поломал ли нам SASVLAD лицензию Dolby Digital и DTS? Обошли в ES Explorer, в домашнюю страничку. Давай, домашняя страница. Заходим, и у нас есть тестовые ролики и фильмы. Сейчас мы с вами проиграем. Давайте Капитан Марвел запустим. Ну, на любом плеере, нам вообще пофигу, на чем его проигрывать. И вот он 2160p проигрывается идеально, ничего не сломано. Так, и нам теперь еще нужно очень быстренько протестировать DTS и Dolby на стандартном видеопроигрывателе, для того, чтобы понимать, что у нас лицензия сохранена. Да, лицензия сохранена, DTS проигрывается. Сейчас мы с вами еще давайте проиграем, давайте Dolby Atmos проиграем, он его должен, по идее, транскодировать в Dolby Digital Plus. У нас, по крайней мере, так было. Вот, все отлично. То есть Dolby Atmos тоже проигрывается в Dolby Digital Plus, он его даунгрейдит, и как бы у меня вопросов к проигрыванию тестовых роликов и больших фильмов с жесткого диска нет. Но как обстоят у нас дела с нашими торрент-фильмами онлайн, это мы сейчас с вами определимся. Поехали. Кинотренд. Как-то вообще в Кинотренд я когда захожу и смотрю торренты, маловато ребят смотрит, именно 14 качают, 15 качают. Я так понимаю, что лучше нам, конечно, попробовать торренты онлайн через Elementum в коде, потому что там все-таки больше источников. Кинотренд в последнее время меня разочаровывает в плане количества раздающих. Заходим в Elementum. Давайте фильмы и выберем популярные, самые популярные. 1000 фильмов, которые вы должны увидеть пока перед тем, как умрете. Не хочу, давайте последние 4К релизы. I Still See You, боже мой, это что такое? И здесь у нас есть, конечно, большое количество различных раздающих. 720p 4К, 2 человека раздает. Слабовато. Фильмец, наверное, не совсем удачный. А вот «Черное зеркало» должно быть побольше. Раздающих, по крайней мере. Есть что большое? Максимум, что есть, 1079 на рутрекере. Сейчас мы посмотрим еще какой-нибудь другой. Ладно, 12 гигабайт получается. Поехала загрузка. Загрузка происходит очень быстро. Смотря на его сетевые модули, ты понимаешь, что ты можешь на этом боксе смотреть все без ограничений. Итак, реклама, ставки на спорт, большие выигрыши, зашили прямо в фильм. Так нечестно. И все, поехало проигрывать, пошло, все отлично, ребят. С торрентами, я думаю, проблем не будет. Давайте попробуем какую-нибудь кинолегенду выбрать, для того, чтобы реально, давайте обратно в Elementum вернемся, для того, чтобы реально понимать, что он может проиграть очень большие фильмы. Давайте в трендах посмотрим, что у нас там есть. Дора Джокер. Нету еще больших, файлов, а вот Спайдерменчик можем поискать. Так, 4К у нас есть, здесь один раздающих, слабовато. Здесь у нас 18, рискнем, 42 гига. Хотя лучше 52 гига на руторе 4К. Торрент онлайн через Elementum, 57 даже гигов. Поехали, загружается быстро достаточно. И давай, поехало. 45 градусов, почти 50 гигабайт торрент. Он проигрывается, при этом отлично. Ждем какие-то начальные действия. 47, посмотрим, что у нас. Dolby Digital транскодирует, все идеально, смотрим 5.1 звук. Очень крутая прошивка, на самом деле мне очень нравится. Да, мне нравится, вообще действительно, то есть 40 с чем-то градусов, 44 при просмотре тяжелого 4К торрента. Где вы еще такое найдете? Честно вам скажу, это крайне редкий случай, при этом еще и с лицензией Dolby. Сама по себе прошивка прям летает. Я, кстати, сейчас сижу, смотрю этот торрент, и я поражаюсь именно плавности воспроизведения. Автофреймрейт срабатывает, все просто отлично. Выходим.
С торрентами онлайн у нас само собой все в порядке. В принципе, вот я даже не знаю, что еще здесь можно проверять. Это такой краткий обзор прошивки. Поэтому я даже торсер не настраивал. Поэтому я думаю, что мы можем с вами смело взять, запустить игрушку и посмотреть, как можно на нем играть. А уже потом пройти, прорезюмировать. Кстати, вот я считаю, что SAS Vlad это уже как бренд. Он заслуживает того, чтобы мы его поддержали материально. Ссылки на донат для SAS Vlad я положу в описании под видео, потому что мы хотим еще получить Android TV прошивочку для этого гребаного Belink GT King Pro. Но он не гребаный, он прикольный. Давайте, поехали. Оу, 3D Mark. Я хотел вам еще показать результаты 3D Mark. А результаты у нас Wildstorm Unlimited 22 757. И мне этого достаточно. Почему? Потому что Wildstorm Extreme это будет абсолютный максимум. Мне даже тестировать нечего. Но Wildstorm Unlimited он набирает практически абсолютный максимум среди китайских Smart TV боксов. Поехали в Gamepad Panda Pro. Запустим с вами всего лишь одну игру. Меня просили и кричали, что Warship там должен быть именно World of Warships, потому что у нас там крутая графика, а Smart TV боксы вы показываете какое-то говно. Я не понимаю, о чем они говорят, но хорошо, World of Warships, значит World of Warships, пожалуйста. Давай, поехали, бой против ботов. Ну что, поехали с вами набирать скорость. Графончик шикарен, World of Warships мы играем на вот такой вот штукенции на Belink GT King Pro. На прошивке Volkswagen. Блин, я выговорить не могу. Мой немецкий оставляет желать лучшего, потому что в Германии появляюсь крайне редко. Давайте что-нибудь переключим на торпеды. Люблю торпедами стрелять. И шмальнем, наверное, в кого-то. Воу, меня уже стреляют. Давайте уйдем куда-нибудь влево чуть-чуть. Наберем скорости. И... Чем у нас там стрелять? Игреком. Давай. Давай. Блин, я баран. Я баран в этом World of Warships полный, потому что я ни хрена в нем не понимаю. Но то, что он работает без лагов, тормозов и температура у нас всего лишь 48 градусов, это нереально круто. Ребят, готов пройти прорезюмировать. Вот такой вот краткий обзор самой прошивки. Она действительно заслуживает внимания, она действительно рабочая. Поэтому выходим и резюмируем. Ребята, отличная штукенция. Вот бокс играет другими красками. Не греется, не тротлит, отлично воспроизводит 4К торренты, 4К контент, 4К YouTube, и поиграть на нем сплошное удовольствие. Металлический, классный, красивый, стильный. Слушайте, жду Android TV. И реально SAS Vlad над ним уже работает, но давайте подкачнем, поднажмем. И вот хочется, чтобы SAS Vlad не ушел со сцены, как ушли многие классные ромоделы, которые делали крутые прошивки. Ребят, на ваше усмотрение, если можете, донатим, если не можете, пользуемся тогда прошивками на свою совесть. Я задонатил. SAS Vlad, спасибо тебе огромное. Ну и наше мнение, что Belink GT King Pro отличный девайс на прошивке Volkswagen, которая имеет право на жизнь, и она действительно сделана на совесть. Поэтому канал Технозон это все дело рекомендует. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Belink GT King Pro на канале Технозон. Пока, ребят.